Всех приветствую, дорогие друзья. Я знаю, вы этого очень долго ждали. Я хочу начать видео с того, что я хочу поблагодарить людей, которые поддерживали меня и поддержали меня. В частности, это Абылхан Байке, и я про него буду говорить в самом видео. Абылхан Байке, который является директором международной туристической компании Complete Service, предоставил мне гостиницу на 3 дня или 4 дня проживания. И вы удивитесь, но когда я зашел в гостиницу первый день, в первую минуту, когда я зашел в свою гостиницу, я увидел там Юлю, познакомился с Юлей из России, и она меня начала благодарить. Я говорю, за что? Она говорит, если бы не ты, я бы не попала на этот концерт. Я говорю, в смысле? Она говорит, я увидела твою рекламу, связалась с Абылханом, он даже не попросил у меня денег, сказал, приезжайте, потом все оплатите. Она так прилетела и потом уже оплатила. И мне так говорили не один раз. Очень многие люди через меня попали на концерт, и я этому очень-очень рад. А также я хочу сказать спасибо Диасу, который тоже, кстати, появится один раз в этом видео, где он будет тыкать в телефон на концерте. И огромнейшее спасибо Анжеле. Анжела – это тот человек, который связал меня с Абылхан Байке. Анжела – это тот человек, который помог мне купить билеты. Анжела – это человек, который пригласил меня на припати. Анжела – это человек, который купил для меня билет на фан-встречу. Вот такая вот Анжела человек. И, как я уже сказал, она будет в этом блоге, но на фотографии. И на этой фотографии будут дирсы из Алматы, то есть алматинские дирсы, за что им огромное спасибо. Я вас не забыл. Я помню, как мы практически полчаса общались, когда уже стемнело. Я это все помню. Едем дальше. Когда я попал на припати, я начал знакомиться с людьми, которые, как выясняется, очень-очень давно уже пишут комментарии на моем канале. Это Света у меня играет. Подарок от Людмилы. Людмила Голдин. Она очень-очень давно пишет комментарии на моем канале. Поэтому огромное ей спасибо. И это очень такой прекрасный человек, с которым я, помнится, в какой-то день, я не помню в какой, мы все ушли, и мы с Людмилой остались и еще разговаривали где-то полчаса. Это было до 3 или до 4 утра. По-моему, до 3 утра это было. То есть 3 часа ночи, то бишь 3 часа утра. Да. Кстати говоря, тут очень много дирсов, и сразу можно заметить тут Асылхана, и где-то тут нахожусь я. Ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь выложит это в интернет. Я его положу туда, где стоит кнопка. И едем дальше. У меня тут такой целый пакетик. Там было очень много шоколадов, кстати говоря. Спасибо за шоколады. Я никогда в жизни столько шоколада не ел. Хотя я обычно не ем шоколады. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Дневник Dears. Ее написали Юлия Селиванова и Алиса Каплунова. Юлия из Караганды, а Алиса, по-моему, из Санкт-Петербурга. Я помню, как они мне это все подписывали. Вот тут. Алуну на память о встрече. Если коротко, тут очень много стихотворений, которые, чтобы понять контекст, вы должны сначала посмотреть посты в инстаграме Димаша, а потом уже прочитать стихотворение. Вот так это вот круто. А еще я помню, что мне сказали, что все эти картинки, то бишь рисунки, изображения, они были все от руки. Картины же пишут, да? Написаны разными 20, по-моему, артистами. Художниками, а не артистами. Я всегда путаю. Около каждого рисунка есть такой штрих-код, который ведет к инстаграму автора сия произведения, скажем так. Вот такие вот дела. Спасибо, Юля, и спасибо, Алиса. Я вас тоже помню. Ребята, вы же знаете, что я честен всегда с вами. Было столько дирсов, которые фоткались со мной, и каждый раз у каждого дирса я спрашивал имя. И эти имена я уже забыл. Поэтому у меня очень много. Кстати, вот то же самое, только вот очень маленькое. Здесь можно, автограф поставить. У меня очень много подарков. Я помню лица людей, которые мне это все дарили, но имена, к сожалению, не помню. Вкусный шоколад, кстати говоря. Это не реклама. Вы сами знаете, кто из Оренбурга. Ее, кстати, на концерте узнавали люди. Я говорил, вы знаете вот человека, который пишет огромные вот такие текста в моих комментариях? Люди такие, да. Я говорю, вот она стоит, и все такие, серьезно? Это на самом деле было.
Можете у нее самой спросить. И я помню на фан-встрече, прям сзади меня сидели люди Дерза, то есть из Караганды. И помню, они мне подарили брелок, где написано «Вы где?» в Караганде. Да, вот это я тоже запомнил. С концерта прошло целых 20 дней, и я с тех пор не использовал эту ложку, хотя она мне очень понравилась. И это подарок от Ирины. Я все помню. Еще была матрешка, но моей маме настолько понравилась эта матрешка, что она забрала и уже как декорацию поставила у себя в комнате. Вот такие вот дела. Матрешку я, к сожалению, показать не смогу. Но спасибо. Окей, последнее перед началом видео. Я скажу, что когда я все посмотрел, сколько видео я снял, все это длилось более 3,5 часов. Представляете, сколько я снял? Но нас попросили не выкладывать больше 1 минуты песни, и поэтому я сокращал все максимально, насколько это возможно. И кусков там очень много. Поэтому видео будет длиться где-то час, а не 3,5 часа. Это было бы странно, если бы блог длился 3,5 часа. По-моему, даже час для блога это очень много. Я снимал все это ради тех дерзов, которые не смогли попасть, к сожалению, на концерт. И давайте начнем. 21 сентября 2022 года я приземлился в городе Алмата. Я остановился в вот этой вот гостинице, которая называется «Казахстан». А уже на следующий день, перед тем, как пойти на припати, мы решили немного прогуляться. И вы спросите, кто такие мы? Мы — это Мануэлита, дерз, которая прилетела из Парагвая, с которой я приехал из аэропорта. Далее стою я, после меня стоит Юля из России, а также Василий, тоже из России. После прогулки мы решили выйти на канатную дорогу, и вот такой вид открывается на этой канатной дороге на город Алматы. Очень красиво, не правда ли? Добрый день, друзья! Как вы просили, апдейт. Сейчас мы с дерзами, вот Василий, Юлия и Мануэлита. Мы вышли в Коктобе, я так понял, называется. Вот Коктобе. И тут, оказывается, вот такой красивый вид на город. Вот. Да, пока что на этом все. Через несколько часов пойдем на припати. Ну а по дороге на припати навигатор нашего таксиста ошибся, и мы попали сюда. Say hi. Hi. Но все же мы сумели найти вход. Сейчас почти 5 вечера, и мы находимся в гольф-клубе на припати. Вот. Люди собираются, кушают, вот. А я тут сижу, сам кушаю. Вот. Смотрю на людей, очень интересно. Пока на этом, в принципе, все, наверное. Мне кажется, я тут кого-то еще увидел из блогеров. Там, по-моему. Вот он прошел. Надо пойти поздороваться. Ну, я покушаю, потом пойду поздороваюсь. Я вообще не знаю, кто эта девушка. Это Альфия, но с ней я поздоровался уже попозже. Записывать сообщение. Примерно в этот момент начали объявлять дерзов и из каких они стран. И это продолжалось, по-моему, целый час.
Швеция! Димаш, 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 Димаш. Смотрите, не слышу, они кричат Байден или Димаш? Димаш! Димаш, 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 Димаш. Потом пришли Светлана и Мансур, мама и младший братишка Димаша. Она дала дирсам короткую речь, и после они ушли. Правда, сначала с ней очень много людей пофоткалось. И, кого же мы тут видим? А это Абылхан Сарсембаев, но я зову его Абылхан Байке, благодаря которому многие дирсы сумели попасть на концерт, так же, как и я. Он мне помог заселиться в отеле «Казахстан», за что я ему сильно-пресильно признателен. Вот так примерно выглядела вечерняя атмосфера на припати. Значит так, ребята, надеюсь, все слышно. Я наконец-то нашел нормальное освещение, чтобы меня было видно. Я же темновато немного. Там происходит концерт, кто-то поет на каком-то языке, звучит как не итальянский, испанский, наверное. Сейчас сколько? 7 вечера, по-моему. А полчаса назад или час назад пришла мама Димаша, а также братишка Димаша. С мамой я не смог сфотографироваться, к сожалению, но с братишкой сфотографировался. Да, вот такой вот апдейт, обновление информации, скажем так. А я сижу примерно вон там и решил подойти сюда, чтобы сделать вот такой вот видео. Я не забываю про вас, дирсов, которые не попали на концерт. Все это я делаю для вас. И передаю всем вам привет. Едем дальше. Когда я сказал, а я сижу примерно вон там, примерно тут, я сидел вот здесь. Здесь снова же Мануэлита, Татьяна, Альфия и Людмила. Позже уже присоединились Ирина и Василий. Да, фоток было очень много. После вот этого апдейта было очень много конкурсов, где люди очень много танцевали. Потом начала выступать группа Mezzo, и они спели песню Adagio на итальянском. После этого выступления я пошел к алматинским Дирс и разговаривал с ними полчаса. Там также была и Анжела. Как я уже говорил в начале видео, она мне очень сильно помогла. А вот и фото с алматинскими Дирс. Не со всеми, конечно. И именно их нужно благодарить, потому что они организовали это припати. Кстати, я должен отметить, что именно они пригласили меня на это припати. Изначально я не собирался туда идти, поэтому огромное им спасибо. После мы начали собираться и потихоньку уходить. Правда, пока я ждал такси, меня снова узнали и попросили дать автограф, чему я был сильно-сильно удивлен. Но я сделал это с радостью. От Алана, кстати, у вас шикарный английский. Вы знаете, мои Спасибо. уши отдыхают на вашем английском. Обычно... Ну да, я продолжал удивляться снова и снова. И куда, вы думаете, мы поехали? Спать? Домой? Нет, мы поехали в караоке. Но я тут решил убавить звук, потому что пели мы, конечно, не очень. Мы тут сидели, не знаю, 2-3 часа. В итоге, короче, в этот день мы пошли спать в 4 или 5 утра. Вот это я помню. Так, значит, это вот мы дорогу перешли, вроде стадион там, вроде как, ну там людей очень много, если вы видите, прям нереальное количество. Вот Вячеслав из Кореи, вот Василий из России, из Москвы. Ребята, я зашел внутрь, тут пока народ собирается, уже 5 вечера.
Вот тут уже вот такая очередь стоит. У меня вот 154-я очередь, на руках прям написали. Это браслет дается розовый тем, кто в суперфан-зону заходит. Я так понял, эти люди все в суперфан-зону. Да, вот такие вот дела. Пока вот, ну, людей много, просто вход есть, я так понял, по всему периметру этого стадиона, поэтому вот у каждого входа вот такая толпа стоит большая. И, дорогие друзья, здравствуйте, мы стоим у входа, сейчас нас начнут запускать. Это подписчики мои, самые Один первые. первый, да. Да, и они из Мы всегда в него клуба. верили, всегда нам очень нравится, как он озвучивает, да. Анжелика с Осетии, Кавказ. Да. Я с Карелии, север России. И очень рада, очень познакомиться с вами. Спасибо. Вы теперь окажетесь у меня на видео, и вы станете популярными тоже, надеюсь. Не дай бог. Все, вот такие Мы вот вчера дела. ночью видели генеральные прогоны. У нас гостиница прямо там, с 7-го Что этажа, значит вид генеральный? он всю ночь Он репетировал. репетировал, да. Серьезно. И нам видно весь стадион с Я нашего ее окна. отгоняла, чтобы она не портила. Вы доверились случайно? Нет. Ребята, мы зашли. Вот сцена, суперфан-зона, там остальная зона. Я решил прогуляться и угадайте, кого я встретил. Ребята, здравствуйте, я встретился с Расулом, с музыкантом. Можете пожелать? Здравствуйте. А ну все, хватит. Всем хорошего концерта, давайте, удачи всем. Спасибо большое. Ребята, вот все для вас стараюсь. Смотрите, как тут все. Вон оттуда люди заходят. Тут, получается, передние трибуны, это верхние трибуны. А вот сюда запускают суперфан-зону. О, а вот Вячеслав из Кореи. Он в фан-зоне, к сожалению. Но зато тоже близко, в принципе. Я проспал. И огромнейшее спасибо Василию, потому что он постоянно нас фоткал и снимал на видео. Большое ему спасибо. Да. Тебе зарядка не нужна? Всегда, пожалуйста. Подписывай. Спасибо большое, спасибо. Со всеми подписчиками фотографировать можно с вами? Да, конечно. Да, конечно. Да. Сегодня освободили автобус. А, куда смотрим? А кто Вот. Я, главное, пожалуйста, Чиз! Вы с таким мальчиком стоите. А вы, кстати, моложе выглядите на самом деле. А как вы сколько думаете мне лет? Нет, вы вот в видео старше выглядите, а вот так смотришь намного моложе. Видео вы, конечно, старше. Да, 23 мне. А вы еще потом? А? С моей сестрой? Конечно. спасибо. Хорошо, вам спасибо. Я охраняю, давайте сюда, я охраняю. А, давайте, да, чуть-чуть отойдем. А то я во все кадры сейчас влезу. Нежданно суперзвездой стала. Вы фотогеничный, почему нет? Спасибо вам тоже. Надоедать не будете? Нет, почему нет? Мне приятно очень. Очень интересно вы ведете. Мне нравятся все приколы ваши. Спасибо. Ваши Спасибо. Сейчас вы полчасика подождите, я Стефана позвал, он сюда придет. Да вы чё? Да. Я его буду хотела Хорошо. погуляю потом. Хорошо. Вот Альфию узнали сегодня. Меня вчера узнали. Вот. Даже минимум максимум. А все баркоды все стоят. Видите, все уходы, авторы этих А, это рисунков. инстаграмы их? Да, это Ну, из у кого есть, инстаграмы. 20 штук. Очень ценно они представляете, вот Хорошо, это все нарисовано. Хорошо вы Просто, мне чтобы тут знали. сказали. Это
может там подписаться. Ребята там что-то говорят, но важно то, что вот я Асылхана встретил. Вот он стоит, фоткается с Альфией. Вы их все знаете. Нашей страны. Поэтому давайте проявлять уважение, проявлять мощнейшую поддержку. А вот и недостающий пазл нашей банды. Ирина. Таланты в нашей великой стране. Сейчас под ваши бурные аплодисменты выйдет еще один самородок. Дирс, вы самые лучшие, поверьте. А вот начало его концерта с песни Golden. Ух, блин. Вот это мощно. Опа, далеко оказывается. Потом, по-моему, Димаш ушел переодеваться, насколько я понял. И вышла вот эта девушка, которая танцевала очень-очень элегантно. И пока вы будете смотреть, как она танцует, я объясню вам, почему я сильно урезаю эти видео. На концерте, вообще, организаторы этого концерта, то есть представители Димаша, попросили всех дирсов не выкладывать на YouTube больше 1 минуты видео. Поэтому я стараюсь не выкладывать все песни подряд. Это было бы нечестно, поэтому я буду показывать вам лучшие моменты, по моему мнению. Мне кажется, уже все видели его выступление с песней Олимпика. Просто это с моей точки зрения. Кстати, танцоры были крутыми. И как сказал Василий... Ave Мария так начинается.
Это R&B называется. Sundu. Beni de bilmiyorum. А вот тут, насколько я понял, братишка Димаша, Мансур, сочинил какую-то музыку. Я не знаю, кто написал текст песни, но текст песни был, и Димаш спел музыку своего братишки, получается. Если присмотреться, Абул Мансур играет на пианино сзади.
Келесі орын алатын халық әні қазақ қырғыз бір туған ет құрметті ағайын біздің Қырғызстаннан келген бауырларымыз сонау төрткүл әлемді мойындатып келе жатырған талантты бауырларымыз сіздерге өнер көрсететін болады. Сіздердің қолдауларыңыз қажет. Рахмет үлкен. Дүрдәләу! Махаббат бер маған тағдыр, жүректі қозғаған, жанымды жалған, өсіре бастаған. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған, ешқашан ешкімде ешкімде болмаған. Ну вот тут, конечно, уже пошли понты, потому что я даже не знаю, на скольких инструментах он там сыграл, но это было очень-очень круто. Бас-гитара?
Если бы я сказал, что этот мини-клип, но очень хорошо снятый, является началом одной песни, вы бы мне никогда не поверили. Спасибо, спасибо. Это Стрэнджер? Это Стрэнджер? Стрэнджер. Первый раз? Нифига себе. Это третий раз будет, когда он спел ее. А еще был вот такой шедевр, который никто не ожидал. Опа-на. Если вы думаете, что это все, нет, это не все. Да, он пел квартетом с самим собой. Да, надо было. Көп рахмет, құрметті ағайын. Үлкен рахмет. Sing! One more time, one more time!
Я помню, что одна женщина прям выбежала за эти решетки и прям фотографировалась с ним, делала селфи, либо снимала на видео, когда он пел. Это было очень круто. Надо быть, оказывается, очень шустрым. В какой-то момент почти все потеряли Димаша, хотя он пел. Даже камерамены ходили и искали его. Ну и наверняка вы сами знаете, как Димаш прощается на своих концертах. Потом мне рассказали, что люди собирали блестки, а также строились в очередь, чтобы сфотографироваться с этой одеждой. А потом внезапно он исчез. Всем привет, друзья! Тут темно, я еле-еле нашел хороший свет, я делаю вверх, чтобы не было вот так. Мы вышли из концерта. Я приду домой и все по полочкам расскажу вам, что, как. Если коротко, это невероятно. Если у него будет концерт где-то еще поблизости, ну, относительно поблизости, обязательно поеду, потому что это что-то с чем-то. И я снял кучу материала. Почему я так? Я снял кучу материала, у меня телефон почти заполнился, а он был почти свободный. Я снял очень много чего, но нас попросили, команда Димаш попросили, чтобы мы не выкладывали больше 1 минуты, поэтому я буду... Ну, одну песню максимум 30 секунд выкладывать, поэтому попросили, да. И да, я покажу там некоторые крутые моменты. Это было вау. На этом все, мы должны ехать куда-то, непонятно куда. Это вот мы здесь собрались, все познакомились и сидим, вот отдыхаем. Кстати, наш Василий, мы его никуда не потеряли. Вот все сидят. Да, там. Ребята, я извиняюсь за свой внешний вид. Значит так, мы вышли из концерта где-то в 12... Я точное время знаю, в 12:13, потому что предыдущее видео я записывал в 12:13. Ну, где я говорю, что мы вышли из концерта. И с тех пор мы сидели вот в этой кафе, ресторан, может быть, который находится прямо у нашей гостиницы, да. Очень хочется спать, но мы там сидим, нас сидит Ирина, Альфия, Василий и я. Вот мы остались, мы до сих пор сидим, впечатлениями делимся. Спать хотим, но в то же время хотим вот поговорить о том, что было. Эмоции, конечно, до сих пор бушуют, вы не поверите, но вот такие вот дела. Я не знаю, что мы будем дальше делать, но сегодня, 24 числа, вечером, в 9, будет фан-встреча. У меня есть подарок Димашу.
лично от моего отца. Мой отец является автором учебников по английскому языку. Он писал эту книгу, ну, не боюсь сказать, лет 10-12 написал эту книгу, он вложил в эту книгу, в этот учебник свою душу, поэтому, да, систему все он сам разрабатывал, поэтому я должен и обязан подарить ему эти книги. Добрый день, друзья! Значит, сейчас 6 вечера, и мы едем на Ледовую арену, на, получается, фан-встречу с Димашем. Я со своим новым другом Василием. Всем привет. Вот, и да, посмотрим, что будет. Сама фан-встреча начнется в 9, но мы почему-то всегда приходим на 3 часа раньше, как и вчера на концерт мы пришли на 3 часа раньше. Ну, почему бы нет? Там будет очень много дерсов, и мы с ними там будем, наверное, делиться своими вчерашними впечатлениями. Хотя сегодня мы сидели до 7 утра, и такое бывает. Попозже сообщу другие новости. Ребята, я вам что скажу, оказывается, тут совсем не дирсы были, а люди из какого-то форума выходили, поэтому сейчас непонятно, кто из дирса, а кто из форума. Но вход нам сказали, что вот тут. Ну все же, да, шел час, по-моему. Там были репортеры канала «Казахстан». Василий подошел к ним, сказал про меня, и они сразу начали брать у меня интервью. И вот кусочек из этого интервью. Сухроб Қырғызстаннан арнайы келгеннен Сухробты мына әлеуметтік желідегі YouTube желісіндегі азаматтар жақсы таниды деп ойлаймын. Өйткені Сухроб мынау Алан АА деп аталатын YouTube каналының авторы. Ал бұл каналдың не ерекшелігі бар десеңіз, мынау біздің Димаш өнер көрсеткенде оның әндерін тыңдап, әлемнің әр... Вон там начало очереди, то есть конец очереди, или начало, не знаю. А вот там, вот, и начало или конец, я даже запутался, как правильно это говорить. Вот. И все мы должны зайти вот сюда. Ребята, я вот тут зашел, и вот тут вот такое место. Называется фан-встреча. Я думал, будет человек 500. Нет, тут больше, намного больше. Люди только заходят. Вот я сел. Первый партер, по-моему. Не знаю. И вот столько людей тут собралось на фан-встречу. Большое спасибо Анжеле, потому что она мне помогла купить этот билет. Assalomu alaykum, hurmatli ағайын! Үлкен рахмат келгендеріңізге. Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам. Assalomu alaykum. Ва алейкум. Сіз сахнасында көріспегенде қайтадан амансыз ғой? Иә. Assalomu alaykum. Эфир үшін. Сонымен құрметті достармен кездесу Димаш Құдайберген! Шапалақтарыңыз достарыңыз! Жайғасайық ендеше. Практически всю фан-встречу он говорил на казахском, поэтому мало что было понятно, но самое интересное будет сейчас.
Осы екеуінің ерекшелігі. That's a D? Are insane. Did we just go to an E? This is so crazy. I can't believe this. I can't believe it. Да, потом я встал, помахал рукой, меня вроде увидели, вроде не увидели, не знаю. Надо, оказывается, было все же орать во весь голос, типа это я здесь и все такое. Ну, не судьба, значит. А вот здесь вот они очень долго, но очень круто играли на домбре. Были вопросы от Дерсов и ответы от Димаша. И один Дерс попросил Димаша спеть. Вот, что он спел. Добрый день, дорогие друзья. Вот, вчера была фан-встреча, сегодня уже 25 число. И я выложил на YouTube. Наверное, многие не поняли, что как, но Димаш, ему поставили реакции. И как вы думаете, это были мои реакции, это были мои переводы. И он там сидел, я сначала не успел, он там сидел и смотрел на мои реакции, потому что я там в углу, в окошечке был, я там сидел, улыбался. Где-то мы 3 или 4 раза видео они поставили. И я просто вот так вот голову взял и прям заматерился, типа, что происходит, это же я. Ну, теперь я на 100% знаю, что он видел меня, как минимум. Если даже не знает, ладно, он видел меня и знает теперь, что я вот перевожу. Я, кстати, потом встал даже, рукой помахал, типа, ну, я побоялся почему-то. Меня охватил страх, у меня прям сердце кололось быстро, и я не смог проорать, типа, вот, это я тут, короче. Я потом жалел, сидел я вот, где-то полчаса сидел и жалел, что вот я не проорал. Ну, получилось, как получилось, как говорится. Когда я пойду уже на следующий концерт, я думаю, да, я там съеду с катушек. Так, кстати, Василий. Вот такие вот дела. На этом, думаю, в принципе, этот заканчивается блог. Я не знаю, сколько он продлится. Может, в аэропорту еще сделаю пару видео. А так, я с вами прощаюсь.